Если в основном люди могут о себе позаботиться сами, то домашние животные целиком и полностью зависят от человека. Однако большинство двуногих остаются равнодушными к жизни младших братьев. Но в мире есть люди, для которых животные ближе всего. Бывает так, что ради хвостатых, усатых и пернатых человек готов заплатить не $1000 и преодолеть огромные расстояния. Эта история началась в марте нынешнего года в Турции, а закончилась в Соединенных Штатах. Несколько жителей одной турецкой деревни в области Центральная Анатолия обратили внимание, что собака породы золотистый ретривер бегает вокруг их домов. Несчастное животное было очень худым. Как заметили люди, в пасти у собаки постоянно был кусок давно засохшего батона. Видимо, для бедолаги это была единственная пища в течение долгого времени. Собака не выпускала хлеб из пасти, боясь, что другие псы отберут его. Сухарик с каждым днем становился все меньше и меньше. Увидели жители деревни и то, что собака часто бывает в компании какого-то бродяги. Он каждому встречному предлагал купить животное. Жили они в грязном сарае. Кто-то из жителей сфотографировал голодного ретривера и выставил снимок в сеть. Через несколько дней на эту фотографию наткнулась американка Трейси Бэнк. Она является директором организации под названием Rescuers Without Borders – «Спасатели без границ». Жительница штата Техас настолько прониклась жалостью к собаке, что решила ей помочь. Женщина знала, что эта порода просто не создана для жизни на улице. Если ей не помочь, то, скорее всего, она погибнет от голода. Эти собаки слишком добрые и ласковые. Они не смогут даже постоять за себя, потому что не умеют драться, рассказала Бэнк. Ее даже не смутило то, что она находится в тысячах километров от золотистого ретривера. Трейси прилетела в Турцию и отыскала собаку. Она выкупила животное у бродяги. После того, как все документы были оформлены, Бэнк забрала его в Штаты. Собаку пришлось учить самым простым вещам. Например, она боялась брать пищу у человека. Спать глубоким сном ретривер тоже не мог. Наверное, сказывалась прошлая жизнь на улице, когда нужно всегда быть начеку. Сейчас в Сан-Франциско Харпер, так назвали ретривера, проходит процесс реабилитации и социализации. Американка вспоминает, что как только животное оказалось в ее машине, оно перестало беспокойно себя вести. Бэнк надеется, что скоро найдет собаке хорошего хозяина. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.